Если бы рай и ад действительно существовал, то неужели бы нам оттуда не писали письма, призывая жить праведно? На самом деле тот свет – это одна слепящая тьма. Большая тюрьма, где в одиночном, бессрочном заключении находятся как славные парни, так и те генералы, что отправляют своих солдат на убой и используют их как пушечное мясо. И все они пишут своим родным и близким, хотя знают, что никогда эти письма никуда не дойдут. Вы можете мне возразить, мол, в чем смысл написания этих писем? Я вам отвечу. Даже эфемерное общение лучше молчания. На том свете есть секретарь, в чью задачу входит чтение и архивация этих писем. Зачем? Одному Богу известно. Трудно себе представить, что нет рая для хороших людей и ада для плохих. Это одно и то же место. ГУЛАГ на уровне всего человечества. За нами приходит не коса со смертью, а человек в форме. И поэтому, когда вы услышите топот кирзовых сапог на своей лестнице, знаете, ваш конец уже близок. Меня зовут Григорий Конников, я журналист, и моя задача рассказать вам все, что я знаю о том свете. Это было обычное утро, обычная работа над статьей, не вспомню, правда, что это была за статья. В один момент я обнаружил у себя на столе конверт, а в нем несколько писем. Первое из них я вам уже пересказал, и, как вы можете догадаться, это написал секретарь того света, а к остальным 3 секретарь приписал по скрипту. Я не первый секретарь, кто рискует своим положением, дабы передать небольшие крупицы информации о том свете. А то все так далеко зашло. Как вы говорите, благими намерениями вымощена дорога в ад. И если до тебя дойдет мое письмо и остальные, то прошу тебя, передай их тем, кому они были адресованы. Я не знаю, почему выбрала эти письма, почему решила передать их именно тебе. Не думаю, что какой-то особенный. Твои письма также никто не прочтет. Но очень холодно. Несмотря на то, что окон здесь нет, откуда, тем не менее, постоянно дует холодный ветер. Очень не хватает шерстяных носков, потому что почему-то больше всего мерзнут ноги. Это самое обидное. Вот бы ты их мне связала. Я будто могу обратиться к тебе, рассказать. Мне до сих пор стыдно за тот случай в детстве, когда я выкрал черепашку из твоей комнаты и отпустил ее на волю. Ты была так расстроена. А я в то время думал наоборот, что я был прав. Ведь ты держал ее в неволе. Пожалуйста, принеси мои любимые цветы. Розы. Красные. Немного банально, но все же принеси. Ты здесь особые. Как бы сказать, они как бы есть, но их как бы и нет. Я не знаю, как это описать. То есть, представь, что тебе снится то, как ты пытаешься заснуть. И это не один кошмарный сон в череде хороших, а это нечто постоянное. У меня здесь есть друг. Мы перестукиваемся с ним с помощью азбуки Морзе. Не знаю, как долго мы здесь, но такое чувство, будто я знаю его всю жизнь. И вообще, человек он неплохой. Было такое ощущение, что я почуял запах маминого борща. Нет, я понимаю, что его тут нет. Я же не сумасшедший, Мне просто показалось. Всем иногда что-то кажется. Кто-то даже крестится. Это были письма будто от живых людей к живым, будто границы между мирами нет вовсе. По сути дела, разницы между умершим человеком и все еще живым, но находящимся в ГУЛАГе, наверное, нет. Значит, и границы между мирами нет. Я вышел на улицу, чтобы донести письма адресатам. Понятное дело, чтобы мне никто не поверил, да и сам я не поверил, пока все это не увидел лично. С уважением, Григорий Конников.